Майнхапен, друзья. Доброе утро, время 6 утра. Мы с конем, с велосипедиком хотим поехать из Думагети в Мо-Албо-Ал. Нужно проехать где-то 80 километров, и задача не умереть по пути. Это будет мое велопутешествие из Думагети в Мо-Албо-Ал на остров Себу. Мне сейчас нужно доехать до порта. Здесь 3 порта, я понятия не имею, с какого паром идет в Себу и во сколько. Разберемся по ходу дела. Кто-то в комментариях сказал: ты больше девчонок показывай. Но я не буду, потому что велосипед лучше, чем девчонки. Я приехал в первый порт, самый главный порт Думагети, который возле набережной. Сейчас спрошу здесь, как мне до Себу добраться. Но подозреваю, нужно будет тулить в следующий порт. Дальше еще 2 порта. В Себулане, это километров, наверное, 7 отсюда. И в Амлане, это еще 25 километров отсюда. Excuse me, how can I go to Cebu Island? Cebu? Yeah. Is it from this port or another port? Where? In Cebulan? Cebulan or Tampig. Ah, okay. Thank you. Следующий порт не этот. Поехал я дальше. Еду проверять следующий порт. Вот на тот остров нам надо попасть. Это остров Себу. We'll take a boat going to Cebu. What time? Now. Now? We leave now. With the bicycle together. Yes. Bicycle, pan, 30. Thank you. Ту-ту-ту, как все удачно сложилось. Кораблик отходит прямо сейчас. И билетик-то всего фигню стоит. 120 на человека и 30 на велосипедик. Какой маленький кораблик. Я на таком еще ни разу не ездил. Ура! Навстречу приключениям. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Всего за 20 минут эта малютка долетела до Себу, до острова Себу, с острова Негрос. И дальше навстречу неизведанному. Дальше тулить в Мо-Албо-Ал. На этой части острова я не был ни разу. Небольшая авария, шлем развалился. Надо починить как-нибудь. Хочу сказать пару слов про свой YouTube-канал и вообще зачем я этим занимаюсь. Последние несколько роликов получили достаточно широкий фидбэк. Люди стали писать, спрашивать, как уехать на Филиппины, как купить билеты, сколько то стоит, сколько это стоит. Обычно я беру камеру, когда просто куда-то выезжаю. Вот поехал в Мо-Албо-Ал, взял камеру, поснимаю вокруг. Постараюсь сделать видео какие-то полезные, но каких-то социальных роликов у меня будет мало. Больше будет каких-то поездок куда-то. Так вот, как появился YouTube-канал и вообще зачем я начал им заниматься? Ну, от нечего делать. На Филиппинах я решил изучить видеомонтаж. Стал изучать Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects. Проходил YouTube-курсы, смотрел уроки. И для тренировок мне нужны были футажи. Ну а где взять футажи, как не снимать их самому? Поэтому поначалу я просто снимал маленькие ролики под музыку. Чисто для тренировок.
Но потом как-то все закрутилось, завертелось. Я стал снимать разговорные видео с велосипеда. Наверное, для того, чтобы моя мама вообще знала, чем я занимаюсь, и что у меня все хорошо. Потом друзья стали смотреть. Ну и как-то так закрутилось, завертелось. Мне еще до Муалбуал, наверное, километров 50. Ну, пока не устал, пока еду нормально. Очень красиво смотрится остров Негрос отсюда. С этой части острова Себу. Начинает подкрадываться усталость неожиданно. Совсем я размяк. Не тренировался давно. Собака, сколько до Муалбуал, подскажи? Километров 40 еще. Молчит. Excuse me, how can I get water? You have peso? Wait. No more? No more. Need pizza. No. Thank you. У меня все спрашивают, почему я мотобайк не вожу, скутер не вожу. Не знаю, как-то так получилось, что я не умею водить скутер, не умею водить машину, у меня нету прав, я никогда ничего не водил. Я не думаю, что это сложно, да, просто как-то не хочу даже начинать. Мне нравятся велопоездки. Я прям кайфую от такой дороги. Едешь, преодолеваешь себя, наслаждаешься видами. Велосипед – это моя тема, а мотор, байки не моя тема. Едешь не так уж и быстро. Успеваешь насладиться видами, успеваешь посмотреть все вокруг хорошенько. Не знаю, не хочу я скутер водить. А от такой дороги я прям получаю удовольствие. Велосипед – это моя медитация. О, девчонка красивая поехала навстречу. Я еду, погруженный в своих мыслях, наслаждаюсь видами. Мне больше ничего не надо. Смотрите, какой прикольный вид отсюда. А это похороны, я думаю. Вот когда похороны, нужно всю дорогу перегородить пробкой. Остановился покушать в Этере. Рис, свинина, рыбный суп и люмпия. И коля. 145 песо обед обошелся. Ну, такое себе. Дороговато. Осталось ехать 30 километров. Время ровно 10 утра. Я за 2 часа доеду. К 12 я приеду по-любому. Что-то я закончился. Осталось 17 километров. Дорога вот такая вот вся началась. Что она меня вымотала уже. Зато я встретил козла. Козел. А ты что скажешь? Надоела эта дорога. Холмистая. Что-то устали мы, да? И вот это не устал, ты просто травку щипишь. Welcome to Муалбуал. Його! Почти готово. Все, приехал в Муалбуал. Извечная проблема доехать, а что делать дальше, непонятно. Надо гостишку какую-нибудь найти, я же заранее ни хрена не заказывал. Ну и придумать, что здесь делать следующие 2 дня. Сейчас время 12. 6 часов мне понадобилось, чтобы из Думагети доехать до Муалбуал. Вот что тут делать теперь? Где бы гостишку найти дешевую? Гостишку дешевую. Утомил меня этот поиск отелей. Я покатался вокруг Муалбуала где-то, наверное, час. Заходил в разные отели. Я думал, что я сниму где-то в пределах косаря. Хотел даже дешевле, но все те отели, которые на карте были нарисованы дешевые, они все были заняты на эти дни, что я приехал. В итоге психанул, снял на 2 ночи
гостиницу за 1500. Милос Гестхаус. Но зато он расположен прям в самой движухе Малбаала. Так себе отель. Ну, чистенький, ну, маленький. Душевая. Вид из окна. Кроватька. Все. Надо бы покушать что-нибудь. Я думаю, что цен на покушать я сейчас тоже охренею. Так же, как я охренел цен на жилье. Я думал, в районе 1000 сниму жилье. Снял за 1500. И думаю, такие же неожиданности меня ждут, когда я сейчас покушать пойду. Не, пока цен на еду не охерел. В ресторанчике, вот, который прям внутри моего отеля, ну, обычно Итери, за 100 покушал нормально. Сейчас мне написала девушка Аня в Фейсбуке. Она узнала, что я в Моалбаал. Предложила с ней потусить. Сейчас пойду встречусь. Посмотрю, что к чему. И с ней познакомились в Думагете. Она приезжала в Думагете пару месяцев назад. А вон Аня стоит, я ее уже вижу. I'm filming. I'm a famous vlogger. That's how my mama told me. Okay, I'm not done yet. Sure. Can I go inside? You confused me. You said you are in Palag on the beach there, but it's there, not here. That's why I was confused. Yeah? That's Kanazama there. Very nearby. Why water pool is so look like my pee? That's okay. So what are you doing here? Очень туристическое место, повсюду бары, рестораны, толпы туристов. Видно, что народ только приехал, все бледные. Продают сувениры, трайсики, путевки, поездки, массажные салоны. Здесь в конце декабря в Моалбаале был большой тайфун Адетте. Адетте снес тут просто все вверх дном. У них света не было, наверное, больше месяца. И вот до сих пор последствия тайфуна на пляже лежат ветки. Чувствуется разрушение. Именно поэтому весь Моалбаал приехал в Думагете после тайфуна. Потому что тут вообще была катастрофа. Моалбаал знаменит своим коралловым рифом. И поэтому мы отправились немножко понырять. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Or did you hire someone? Yeah. Or did you bring them with you? No, they're mine. They're yours. Поплавали сардинами. Я не думаю, что футажи получились, потому что было мутно. Вчера-позавчера были дожди. Вода мутная. Но тем не менее, если что, завтра вернусь, поснимаю. Встретил ребят с Думагете. Сейчас пойдем, наверное, бухать. Такое место туристическое, Моалбаал. Везде бары, рестораны, везде движуха. Ром-кола стоила 110 песо. Уже скучаю по Думагете. Перехожу на телефон, начинаю снимать с телефона. Для GoPro-шки темновато уже становится. В общем, мы поплавали сардинами. Аня сказала, иди, прими душ, переоденься. Сейчас пойдем на пляж встречать закат. Ну ладно. Посмотрим, что из этого получится. Так, а вон и Анюта идет. So we go to the beach. What for? Tagay para patay? Yeah, chill, Tagay. Yeah, cool. So, are you some kind of have business with that resort there?
I have the only 1 year. The 1 unit Yeah. is your Airbnb. So only one is yours, and you rent it. I'm just rented. Ah, okay. Just renting. But do you remember last time we chat and you invite me in Mualbal? You told me if I will come to Mualbal, you will find a girlfriend for me. That was exactly what you said. You really want a girlfriend? Do you want a girlfriend? Nah. Nah. It depends on you. You want a girlfriend or you? I'm not sure. Huh? I'm not sure. But I want to. You want to? What I want to be in search. I want to be in search. Rum, Coke 1 and 5. Seriously. In Dumaguete for 150 I can be drunk as shit. But we'll see how big the glass is. Стандарт. Как вид у меня за спиной? Это Негрос. Мне кажется, Анюта пытается меня напоить. Купила мне стакан ром-колы за 200 песо двойной. У меня в Думагете с ней была история. Я от нее убегал. I want to film that sound. Sound of сисик. А это сисик, национальное филиппинское блюдо. Вареное рубленое мясо и субпродукты с овощами. Подается в горячей сковородке, как правило, с острым чили, перцем и разбитым яйцом. К нам присоединились ребята, и мы вместе пошли поужинать. Таратагай парапатай. Oh, skål. На здравие. Oh, everybody say that. Туристический Муалбал предлагал изобилие баров, и нам не хотелось тратить вечер лишь в одном. Поэтому, посидев и выпив в одном баре, мы пошли в следующий. Это уже третий бар, по-моему. Какой-то марафон, но пока держусь. Не знаю, в чем замануха. С 8 до 8:30 все напитки бесплатно. Какая-то реклама или что, я не знаю. You play first. But it's supposed to be beer inside, like a beer pong. В этом баре в рекламных целях проходит акция Open Bar. С 8 до 8:30 алкогольные напитки бесплатно. Ты не можешь набрать много, тебе дают один стакан, и чтобы попросить следующий, ты должен прийти к бармену с пустым стаканом. Где-то к этому моменту меня настигла усталость. Сказывалось то, что я проснулся в 5 утра, накрутил 80 километров на велосипеде, а затем плавал с маской и нырял. И плюс алкоголь сделал свое дело. What kind of toys you have? Any? Чтобы не засыпать, я подошел к бармену и сказал: братан, сделай так, чтобы я проснулся. Чувак сказал, это высыпать в шот водки. Are you ready? Let's wake up tomorrow morning and will not die. Cheers. Cheers. Короче, ядреная бормотуха типа Red Bull с водкой вместе меня должна зарядить, потому что я пиздец залипаю после марафона своего 80-километрового. Blue манго, ну хоть голубая манго, но хоть не голубая устрица. Бар Blue Mango в Муалбаал считается самым тусовочным местом, где вечеринки и дискотеки каждый день. И каждый день куча туристов отдыхают и веселятся здесь.
пятый бар уже. Но я Аньке все равно не дамся. Место пиздец тусовочное. Народу дофига. Здесь, в баре Blue Mango, я еще встретил нескольких знакомых из Думагети. Наши любят приехать сюда на выходные. Я в бильярд не играю, поэтому я просто отдыхал, общался с народом и чилил на диванчике, в то время как мои товарищи играли в бильярд. Не знаю, кто это. А это норвежский Паша, он любит шары гонять. Это с Дании, чувак. Это Анька. Вечеринка и алкоголь текли рекой, но усталость и сон давали о себе знать. Потихоньку я хотел собираться домой, потому что это был всего лишь первый день моего пребывания в Моалбоал. Впереди было еще 3 дня, и нужно было поберечь силы. That's for my YouTube. В общем, время полночь, я держусь как могу. Мы посидели 4 или 5 баров. Я спать хочу, не могу. Я проснулся в 5 утра, накрутил 80 километров на велике. И теперь вот это вот все. Купил водички, даже спать не пойму. Моалбоал очень тусовочное место. Движняк, музыка, дискотека. Я слишком стар для всего этого.